Айоу, чуваки! Вы на канале Айдо. Твою мать, блядь. В одном из прошлых видео моему другу посчастливилось попасть в плен и сражаться за свою жизнь с жителями Черного леса на арене. Но я решил пойти дальше и предложил всем, кто посмотрел видео, принять участие в боях насмерть, чтобы узнать, кто является самым сильным викингом в этом телеграм-канале. У нас была одна арена, 16 викингов. Игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. Пора бы узнать, кто здесь самый сильный викинг. Граждане империи, добро пожаловать на арену! С момента прошлого видео арена слегка преобразилась. Перед боем 1 на 1 участники будут появляться в закрытых камерах, выбирать оружие, которым они будут драться, облачаться в доспехи и есть. Каждое оружие уникально, но не каждое способно принести его обладателю победу. В Вальхейме вы – это то, что вы едите. После этого мужчина превратился в собаку-зомби. Пища хоть и разнообразна, но съесть больше 3 продуктов одновременно не получится, и с помощью подбора еды вы можете сделать ставку на свое здоровье или на выносливость и подобрать свою уникальную стратегию. Также арена полна загадок и сюрпризов, и если вы счастливчик, то эти сюрпризы могут сделать из вас победителя. У нас есть 16 участников, каждый из которых настолько суров, что питается только кровью и потом, и даже не знает, что такое страх. И пора объявить первый бой. В нем примут участие боец в синем углу арены Гневдор и боец в зеленом углу Редиска. В качестве оружия Гневдор предпочел использовать копье, а его противник выбрал меч. Ну и что тут сказать? Да начнется бой! Бойцы сходятся в середине арены и бой начинается. Они обмениваются серией ударов, пара из которых проходит мимо защиты. Кажется, что бой идет на равных, оба бойца умело наносят и блокируют удары. И тут Гневдор бросает копье. Уж не знаю, попал ли он, но выглядело это довольно зрелищно. Земля медленно, но уверенно обретает красный оттенок, и Гневдор снова бросает копье, и противник забирает его. Да в такой ситуации не пожелаешь оказаться никому, но Гневдор не сдается и переходит в защиту. Он не только пытается заманить врага в ловушку, но и пробует драться голыми руками. Он находит один из тайников и сражается дальше с помощью бронзовой алебарды. Но есть в Вальхейме вещь посильнее бронзы, и это железо. Редиска побеждает противника ловким выпадом. Эта атака очень медленна, но весьма смертоносна, и она приносит ему победу. Он отдает дань уважения своему падшему врагу, и первый бой подходит к завершению. Ну, как вам это мясцо? Нормально? Потому что у нас его много. Следующая пара участников – боец в зеленом углу, Скайсовер и Небуларомер в синем. Последний выбирает алебарду, довольно неплохое оружие, позволяющее держать врагов на расстоянии, но здесь придется пожертвовать защитой, поскольку это двуручное оружие. Скайсовер выбирает боевой топор. Тяжелое и медленное, но все еще опасное оружие, сметающее все на своем пути. Трибуны ликуют, и бой начинается. Забудьте, что я сказал в предыдущем поединке, эти два парня дрались практически 10 минут, не уступая друг другу ни в силе, ни в ловкости. И все же кажется, что у алебарды в этом бою шансов больше. Ее атаки быстрее и размашистее, а боевой топор хоть и обладает большим уроном, но махать им довольно трудно. И все же Скайсовер умудряется блокировать почти все атаки алебарды.
Небуле удается провести удачную круговую атаку, а Скайсовер в свою очередь вспоминает про альтернативную атаку, не уступающую алебарде в скорости, и дает пару успешных, хоть и слабых атак. И на арене становится жарко. Участники настолько непробиваемы, что дерутся до самой ночи. Небула периодически достает противника атаками, хоть большинство из них и блокируется, а после дразнится с надеждой заманить его в капкан. Казалось бы, топор медленнее, но у судьбы тоже есть чувство юмора, и в итоге в капкан попадает сам Небула. Да, не знаю как вы, но лично я такого не ожидал. Этим и прекрасна арена, этим и прекрасна ночь. Максимально неожиданная развязка, позволяющая Скайсоверу пройти в следующий этап. Следующая пара бойцов – Йохан Паркер и Асираж. И первый из них выбирает дробящее оружие, а его противник – меч. Дробящее оружие против режущего. Бой обещает быть интересным. Сразу же хочу сказать вам, что даже если герой берет со стола всю еду, одновременно съесть он может только 3 блюда, а есть во время боя запрещено. И эти парни тоже сражаются на равных. Блоки, парирование, кувырки. Все, что здесь есть, все это есть. Опасная игра рядом с капканом, а капкан это практически в 100% случаев это верная смерть. Не забайтишь, не забайтишь. Да ё. И на трибунах сегодня так же жарко, как и на арене. Участники яростно обмениваются ударами, но тем не менее дерутся они так же хорошо, как и отдыхают. А ты тоже там сел по регене, да? Чё расслабился? Давай вставай. И они держались настолько хорошо, что только когда эффекты от еды начали спадать, у нас появился победитель. О, чёрт! Блин. Боец празднует победу и отправляется отдыхать. А следующий поединок двух суровых викингов обещает быть жестоким и кровавым, поскольку бойцовские навыки этих двоих столь же сильны, как и их имена. В зеленом углу викинг Головастик, он выбирает меч, а в синем Чебуришка, и он тоже выбрал меч. Что ж, за исключением съеденной ими еды, условия боя здесь максимально равны, и бойцы входят в центр арены. Бой начинается. Участники активно обмениваются ударами, и в один момент Головастик проводит успешный выпад, который в идеальных условиях боя может снимать аж до 80% здоровья, и бойцу с синим плащом приходится отступать. Он случайно прячет меч и дает противнику пинка. Бой активно развивается, участники предпочитают нападать, и после активных перебежек Головастик ловит момент и завершает раунд стремительным выпадом. Я опять на нее попался, ну ладно. Ох, как же зрелищно это было. Отличный бой. А в зеленом углу такси-драйвер уже забирает алебарду, облачается в доспехи и ищет на столе сладкий рулет. Его противник Геннадий выбирает меч, и участники выходят на арену. За Орду, за наше село. Этот бой был быстрым. Такси-драйвер умело находил моменты между ударами противника и атаковал как раз в нужный момент. И в итоге Геннадий пал в храбром бою. Победа или смерть! Настало время следующего боя. В этот раз в смертельном бою встретятся Ганатор и Кад. Ганатор выбирает меч и облачается в доспехи, а его оппонент выбирает копье. Посмотрим, как оно покажет себя в этом бою. Здесь хочется сказать, что атака у копья быстрее, но радиус удара совсем никакой, поэтому приходится быть осторожным и хорошо целиться. А меч, хоть и медленнее, но его размашистый удар может задеть противника, даже если тот будет стоять в стороне. Кад наносит много ударов, но большинство из них блокируется, и Ганатор в свою очередь находит идеальный момент, и от этой атаки Када уже не спасло ничто. Капец. Это было быстро. Выпадом, парни, просто альтернативной атакой. Одной случайно попал мимо между блоками.
Очень напряженный бой, где бойцы предпочитали атаковать. Очень быстро и зрелищно. Толпа такое любит. В этом отборочном туре у нас осталось еще 2 боя. Смогут ли эти парни удивить нас? Мы сейчас посмотрим. Боец в синем плаще кровно с алебардой попросил сражаться в рыбацкой шляпе. По уровню брони она не превосходит бронзовый шлем, так что его, возможно, последнее желание было выполнено. Его противник Драйджели выбирает меч. Бойцы подкрепляются перед поединком и сходятся в центре арены. Этот бой проходит максимально взвешенно и осторожно. Участники буквально дерутся на равных, пробуют пользоваться окружением, но это вам не дилетанты, а обученные и грозные викинги, и их бой длился без малого около 15 минут. В таком ровном бою их пассивный баф отдыха успевает восстанавливать почти все утраченное здоровье, но голод рано или поздно их настигает. И где-то на 10-й минуте сражение переходит в агрессивную фазу. И здесь уже никакая пища не спасет вас от холодной стали. Драйджели проходит сквозь защиту оппонента и убивает его. И последние претенденты Влад и Артас. Влад выбирает топор. Таким оружием участники еще не дрались. Артас демонстрирует силу, выбирает алебарду и ест. Бойцы готовы к сражению, сходятся в центре арены, но они забыли включить PvP режим. Но шутки заканчиваются в ту же секунду, и бой начинается заново. Артас уверенно атакует, и часть его атак Влад заблокировать не успевает. Давай, вас, да! Бесславный глупец! Абсолютно. Абсолютно right. Абсолютно. Что он делает? Это же чайный пакетик. Такого мы еще не видели. Этот бой был последним из отборочного тура, но по зрелищности он явно находился в топе. С этого момента бои однозначно станут жестче и профессиональнее. Половина участников отсеялась и пошла на корм нашей курочке. Бычара, ты труп, ты понял? Надеюсь, вы готовы к следующему туру, потому что наш единственный болельщик точно готов. Количество участников сократилось вдвое, пройти смогли только самые сильные, ну или самые удачливые засранцы. И начиная с этого момента, безликие участники обретают индивидуальность. За каждым из них закрепляется свой цвет и тип плаща, с которым боец будет сражаться до самой победы. Или смерти. Сейчас самый подходящий момент, чтобы предложить вам подписаться на канал, если вам понравилось это видео или вы хотели бы принять участие в следующем турнире. Викинг-редиска, облаченный в черный плащ, вооружается мечом, в то же время Скайсовер в синем плаще выбирает топор. И бой начинается. Здесь стоит добавить, что после отборочного тура навыки участников были сброшены, но с этого момента они смогут накапливать опыт и навыки обращения с оружием. Скайсовер пропускает довольно много ударов и уходит в тактическое отступление, стараясь поправить здоровье у теплого огня. Парни продолжают сражение, то и дело возвращаясь к опасным маневрам у капкана. Пожалуй, напомню, что капкан — это верная смерть, и с ним стоит быть аккуратнее. Постепенно наступает ночь, а вместе с ней все уходит в тень. Редиска отвлекается и попадает в капкан. Невероятно. По ударам Скайсовер явно немного уступал, и здоровья у него оставалось меньше. Да, были бы мы в Fallout, удача у этого чертяки точно была бы вкачана. Следующая пара бойцов. Йохан Паркер с булавой в плаще Локса и Драйджели в зеленом плаще. Он выбирает меч. Возможно, самое сбалансированное оружие, имеющее очень сильную альтернативную атаку. И бой начинается, сталь звенит и разлетаются писюны по стенкам. Стоит сказать, что после отборочного тура бои стали пожестче, количество капканов слегка возросло, а возможность получить эффект бодрости у бойцов мы забрали, чтобы они не успевали восстанавливаться во время боя. Несмотря на активное начало, бой не был коротким, и в ход пошли попытки заманить врага в капкан. Давай, иди, чё. Большинство ударов Йохана блокировалось, в то время как Драйджели частенько проводил успешные атаки. Нельзя не упомянуть технические нюансы нашего турнира. Среди двоих участников арены был еще и третий. Нет, не Артас, болеющий с трибун. Это был Пинг, с которым мы ничего сделать не можем. Интернет они ставят, интернет! Он нам нужен, интернет ваш! Бой продолжался и снова завершился ловким выпадом железного меча. Драйджели одержал победу. Предпоследний поединок четвертьфинала турнира викингов.
Такси-драйвер в красном плаще выбирает алебарду. Его противник Ганатор, облаченный в белый плащ, выбирает меч. Бойцы облачаются в доспехи, повышают уровень здоровья и готовятся выходить на арену. Они сходятся в ее центре, приветствуют друг друга, и никакой дождь не может помешать двум взрослым викингам заниматься саморазрушением. Бой начинается. Такси-драйвер находит спрятанный арбалетный болт, но применить его пока что не с чем. Драка продолжается. Он получает урон от кольев и чуть не сбрасывает противника в капкан. Во втором тайнике он находит еще один арбалетный болт, но самого арбалета пока что не видно. Стоит упомянуть, что арбалет является очень серьезным оружием и может моментально решить исход боя. Конечно, если вы достаточно меткие, чтобы попасть во врага хотя бы со второго раза, но сам арбалет спрятан очень хорошо, и без него арбалетные болты — это всего лишь мусор. Схватка продолжается, оба участники держатся на равных, пока такси-драйвер не начинает воздействовать на противника психологически. Лежать плюс лежать. Сюда. И все же Ганатор находит момент для ульты и одним ударом забирает все оставшееся здоровье. Такси-драйвер возвращается с того света и отдает дань уважения победителю, Ганатору. Блин, круто. Блин, ты, конечно, запотел вообще. У нас еще один выбывший. И в последнем бою, само собой не по важности, Головастик в волчьем плаще, опять-таки с мечом. Мне кажется, мы нашли идеальное оружие для PvP сражений. И Артас в желтом плаще, который отдал предпочтение алебарде. И сразу же начался активный бой. Артас нанес несколько успешных ударов, и пока Головастик потихоньку регенил хп, Артас восстанавливался. Сейчас я выносливость установлю, ты пока можешь погулять. Пока тебя установи. Головастик начал косплей Dark Souls, а Артас атаковать. Dark Souls. Сейчас я древковое оружие прокачаю. Хотя он и сам изредка пропускал удары, но этого явно было недостаточно. Артас побеждает, успешно проведя серию последовательных ударов, один из которых проникает прямо в сердце его оппонента. За честь и отвагу, бесславный глупец! Четвертьфинала подошла к концу. Пока мы переводим дух, а вы смотрите турнирную таблицу, наши бойцы отдыхают. Кормить сейчас будут. Нормально закормили, нормально закормили. Осталось всего лишь 4 участника. Драйджели, Скайсовер, Ганатор и Артас. Не будем заставлять вас ждать, бойцы готовы, арена готова, так что... Скайсовер выбирает топор, Драйджели — меч. Убийственное сочетание, по-моему. Если вы заметили, что сейчас на столе с едой появилось зелье восстановления, а ведь раньше его не было, не пугайтесь. Когда участники едят, здоровье становится больше, но ему нужно время для восстановления. А зельем мы этот процесс просто-напросто ускоряем. И раз бойцы готовы, то мы начинаем. Думаю, мои комментарии к этому бою будут излишни, поэтому предлагаю вам просто насладиться боем. Ух ты, что прилетело-то. И Драйджели побеждает. Вторая пара в этом полуфинале. Ганатор облачается в доспехи, забирает меч со щитом. Артас опять выбирает алебарду. Бойцы едят перед боем, поправляют здоровье с помощью зелий, и да начнется игра. Это было слишком быстро. Да, сказать, что это было неожиданно, это ничего не сказать. Молниеносная победа Ганатора. Мне кажется, Артас хотел заспамить его ударами алебарды, не давая даже и шанса подойти к нему ближе. Но не рассчитав силы, он лишился выносливости и не смог уклониться от резкого выпада со стороны Ганатора. Чистая победа. Эти парни дали нашим зрителям отличное зрелище.
Но перед тем, как приступить к решающему поединку между Ганатором и Драйджели, мы должны определить, за кем же будет третье место нашего турнира. Вне кадра пришлось договориться с Одином, чтобы он буквально на пару минут забрал с того света наших участников – Артаса и Скайсовера, чтобы в честном бою они смогли решить, кому достанется третье место в турнирной таблице. Последний предпочел выбрать топор, тогда как Артас остался верен своей алебарде. Да начнется бой! И когда земля уже окрасилась в багровый цвет, каждый из участников получил ранение, Артас вырвал победу из рук противника. И что тут сказать, кроме как... Жаришка пошла, жаришка! И, наконец-то, дождались. Это финальный поединок – Ганатор и Драйджели. Эти два храбрых викинга победили в каждом из прошедших боев, но в этом бою один из них обязательно проиграет. Оба бойца поняли, какое оружие является оптимальным для таких вот сражений, и оба они выбирают мечи. Все же, как мне кажется, для PvP сражений мечи являются идеальным оружием. Бойцы сходятся в центре арены, поклоняются друг другу и начинают бой. Я думаю, решающее сражение достойно того, чтобы предстать перед вами во всей своей красе, и мы посмотрим его целиком. Я удаляюсь на второй план и предлагаю вам насладиться боем за звание самого сильного викинга. Давай. Нет, он хотел тебе ногой в капкан хуйнуть. Ебать, заблочил Кразика, да? Как парировал. Ладно, Да, было бы красиво. Уже два парирования колесика было. Ты издеваешься. Да. Все, отстань. Я пока не отвлекся, с тобой драться не буду. Пока-пока. Да, ой, блядь. Этот топор заберет тоже. Ну, забахатил его, сука. Стратегия. Вот это пинг лютый, а. О! Ты у меня бьешь, я парирую это. Все, отстань. Уйди. Не-не-не, я ж не буду драться. Сюда можно прийти. Не будет он. Как ты? И очевидно, что в этот бой вмешался сам Один, а точнее интернет-провайдер. Но я думаю, такова воля богов. Звание самого сильного викинга присуждается Ганатору. Я за него болел, как ты, блядь? Не, дрожали. Что ж, вот так этот турнир и подошел к концу. Это был очень крутой опыт и для меня, как организатора, и, надеюсь, для всех тех викингов, кто здесь сражался. Имена бойцов, вошедших в тройку лидеров, появились на доске почета арены до времен, пока для них не найдется достойный противник. Возможно, финальный бой получился спорным, но мы здесь не для того, чтобы поставить точку в этой истории, а для того, чтобы написать ее продолжение. Если вы хотите принять участие в следующем турнире, милости просим в наш Telegram и Discord каналы, где будут все новости канала и новых серий арены. Большое спасибо всем за участие, это было действительно круто. И отдельная благодарность моим друзьям Найгу и Артасу за помощь в тестировании и калибровке арены, а также моему единственному спонсору Darktail. Чувак, ты крут. О, мои поздравления, сильнейший воин. Именно ты смог победить всех и вырваться на первое место. У тебя есть выбор, либо же ты берешь этот великий пояс, который дает
викингу настоящую силу и мощь, либо же у тебя есть право провести ночь в комнате для удовольствий. Заходи, викинг. Я боюсь туда идти. Ты посмотри, как... Не, я это ебать не буду. Там нету ничего опасного, заходи, викинг, нечего тебе бояться. Бля, мужики. Это же что-то жесть какая-то. Можешь присесть что-то, может понравится. Ой.